Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как связать вот такое ленточное кружево. Причем я вам расскажу, как соединять его с правой стороны. Вот одну ленту мы свяжем, прикрепимся с правой стороны от него и покажу, как прикрепляться с левой стороны. Почему? Потому что вы, когда будете его связывать, вам понадобится и левая, и правая сторона. Расскажу, как соединять вверху эти места, где лямки будут, ну и некоторые нюансы. Потом оно отпарится у вас, постирается, отпарится, и все будет нормально. Вязать я буду пряжей Денди. Стопроцентный мерсеризованный хлопок. В 50 граммах 330 метров. Номера спиц и крючков тоже указаны на этикетке. Вязать буду крючком 1,5 миллиметра. Для начала мы с вами наберем воздушные петли. Каждый набирает по-своему. И считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Замыкаем в кольцо и хвостик затягиваем. Теперь этот хвостик будем укладывать по кольцу и набираем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И вяжем столбики с 2 накидами в это кольцо. Один, два. Три. Четыре. Пять. Итак, мы с вами должны набрать в это кольцо в сумме 20 столбиков с 2 накидами. Дальше вы вяжите самостоятельно, и после набора я вам покажу дальнейшие ваши шаги. Ну вот, провязала я 20 столбиков с 2 накидами. Давайте обязательно проверим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 столбиков. Теперь вывязываем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4, которые нам заменят столбик с 2 накидами, и 1 воздушную петлю будет аркой. Теперь вязание поворачиваем. 2 накида. И я вожу крючок не под петлю, а вот здесь есть поперечная нитка, вот под нее. И вывязываю столбик с 2 накидами. 1 воздушная. Столбик с 2 накидами. 1 воздушная. Надеюсь, видно, куда я ввожу крючок.
Во-первых, у меня не вытягивается петля. И у меня столбики вывязываются четко один над другим. Вот видите, куда я ввожу? Вот сюда надо. Одна воздушная. Итак, вы вяжете столбики с двумя накидами и одну воздушную петлю до конца. Вот я довязываю до конца, вывязываю последнюю воздушную петлю и в петли подъема соединяю. Теперь вывязываем одну воздушную петлю, поворачиваемся и в каждую арку вывязываем столбик без накида, 2 воздушные петли и в эту же арку столбик без накида. В следующую арку столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида. И так обвязываем все арки. Получается у нас пико. Вот закончила я обвязывать. Теперь мы вывязываем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И крепимся вот сюда, в основание столбика с 2 накидами, соединительной петлей. Затем вывязываем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И вот здесь у нас была одна воздушная петля. Вот арка, а здесь была одна воздушная. Вот сюда тоже вывязываем соединительную петлю. Как только мы соединились, вязание поворачиваем. И вот эти 4 петли будут нам заменять столбик с 2 накидами. А здесь 5 воздушек. Сюда мы будем вязать столбики с 2 накидами. Считаем 1, 2. 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Давайте проверим.
Считаем парами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 и 1, 13. Лучше всего всегда столбики пересчитывайте, чтобы потом вам не сбиться. Дальше. Вывязываем опять 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4, которые нам заменят столбик с 2 накидами, и 1 воздушную петлю будет аркой. И теперь поворачиваемся. И вяжем опять столбики над столбиками. И 1 воздушная. Итак, мы вывязываем столбики над столбиками, включая и петли подъема. Здесь тоже надо будет провязать. Вот, связала я второй ряд столбиков с 2 накидами, и надо над последним тоже связать. Столбик с 2 накидами. Далее вывязываем 1 воздушную петлю. И вот у нас пико. Во второе пико мы должны соединиться. Теперь мы поворачиваемся. Вот это аркой не считается. У нас же, смотрите, сейчас покажу. Вот у нас столбик, над ним еще один. И вот она арка. Первая начинается вот здесь. Вот сюда, в эту первую арку, мы должны провязать столбик без накида, воздушную петлю и еще одну, и столбик без накида. Следующую арку столбик без накида, 2 воздушные, столбик без накида. 1, 2, столбик без накида. Итак, мы должны обвязать все арки. Вот закончила я обвязку. И теперь мы будем вязать вот эти элементы. Вот эти. Все время. До конца. В конце мы свяжем почти такой же, но немножко измененный. Вывязываем 5 воздушек. 1, 2, 3, 4, 5. Прикрепляемся в основание столбика с 2 накидами. Вывязываем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И крепимся во второе пико. Одно пропускаем, во второе крепимся соединительной петлей. Вот эти 4 петли нам заменят столбик с 2 накидами. Как только прикрепились, поворачиваемся. Вот у нас 1 столбик есть. И вот сюда вяжем второй, третий, четвертый, 5. И вяжем
тоже 13 столбиков, вот как мы здесь вязали, с двумя накидами. Вот у нас 1, 2, 3, 4, 5, а нам нужно 13. Дальше вяжите самостоятельно. Вот провязала я 13 столбиков. Проверяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13. Теперь вывязываем, опять же, 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4, которые нам заменят столбик с двумя накидами, и одну петлю будет аркой. И поворачиваемся. И опять над каждым столбиком вывязываем столбик. Одна воздушная. Столбик с двумя накидами. Одна воздушная. Столбик с двумя накидами. Одна воздушная. И так опять же вы провяжете столбики с двумя накидами, включая и петли подъема. Здесь тоже провяжите. Ну вот, провязала я опять столбики над столбиками. Значит, еще раз обращаю внимание ваше, что у меня столбик над столбиком провязан. То есть я беру не под петлю, а именно в столбик. Так, за второй пико мы с вами соединились. А вот этот второй ряд соединяемся за следующее пико. Соединительной петлей и поворачиваемся. И вот у нас будет первая арка. Сюда провязываем столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида. Столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида. Итак, обвязываете все арки. Там я вам покажу еще один нюанс. И дальше уже мы будем вязать, так сказать, по накатанной. Закончила я обвязку. Опять вывязываем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. В основание столбика с двумя накидами соединяем. 4 воздушки. 1, 2, 3, 4. И вот здесь мы тоже крепимся за второе пико. Вот здесь у нас первое было, вот здесь второе. Прикрепились. И теперь поворачиваемся. И в эту арку вывязываем опять же 13 столбиков с двумя накидами. Столько же, сколько мы вязали в этих элементах. Вот в этом и в этом. 13. 1, 2, 3, 4, 5. Значит, сюда же вяжем столько же столбиков.
Вот связала я опять 13 столбиков. Давайте проверим еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 и 1, 13. Опять вывязываем 1, 2, 3, 4 воздушки, которые заменят столбик с двумя накидами и одну петлю аркой, которая будет. И после этого поворачиваемся. И точно так же вывязываем столбики с двумя накидами. И между ними одна воздушная петля. И так обвязываем до конца, не забывая над этими петлями тоже связать столбик. Ну вот опять я связала столбики с двумя накидами, между ними арка из одной воздушной петли. И вот про тот нюанс, который я хотела сказать. Вывязываем одну воздушную петлю. И вот в этом моменте, только здесь, мы одну арку пропускаем, а соединяемся в следующую, то есть в четвертую. Вот 1, 2, 3, 4. То есть после сцепления одну арку пропускаем. Это у нас будет так, только один раз. Дальше мы будем цепляться вот таким образом, во вторую и в третью. А вот как здесь, только один раз. То есть цепляемся во вторую и в четвертую. А дальше уже будем во вторую и в третью. Поворачиваемся. И вот у нас первая арка. Мы ее обвязываем. 1, 2, столбик без накида. В следующую столбик без накида. 1, 2, столбик без накида. И так обвязываем все арки. Значит, еще раз напоминаю. Вот первый мотив мы связали, а дальше у нас идут все одинаковые. И только в четвертом, вот здесь у нас немножко было другое соединение. И вот в этом мотиве мы соединяли через одну арку. Вот, закончили мы обвязку очередного мотива. И опять вывязываем 1, 2, 3, 4, 5. Прикрепляемся в основание столбика. Вот здесь сильно не затягивайте, потому что иначе потом будет трудно столбик над столбиком связать. 1, 2, 3, 4. Одну пропускаем, одно пико пропускаем, следующее соединяемся. Теперь мы будем все время так делать. Одно пико пропускаем, в следующее соединяемся. А когда будем делать вот такую обвязку, будем присоединяться в третье пико. Поворачиваемся. Один столбик есть. 2. 3. И так далее. И тоже вы вывязываете сюда 13 столбиков с двумя накидами. Значит,
Сейчас вы полностью закончите этот элемент очередной и можете делать обвязку пико, но я вам покажу соединение. Закончила я второй ряд столбиками с 2 накидами и соединяюсь в 3 пико рядом. Теперь поворачиваемся. 1 воздушная. Вот она, первая арка. Сюда вывязываем столбик без накида. 2 воздушные. Столбик без накида. Столбик без накида. 2 воздушные. Столбик без накида. Вот и весь узор ленточного кружева. Значит, дальше мы все время и с этой стороны будем цепляться сначала за 2 пико, потом за 3. Значит, самостоятельно свяжите полоску, какую вам необходимо для тренировки. И в конце я вам покажу, как завершить. Итак, связала я вот небольшую полоску. Значит, вот первый элемент у нас. Потом идут парами. 1, 2, 3 и так далее. Парами должны идти. Теперь мы, как обычно, вывязываем 5 воздушек. 1, 2, 3, 4, 5. Опять же, в основание столбика соединяемся. Петлю сильно не затягиваем, иначе вы потом столбик над столбиком не провяжете. 1, 2, 3, 4. И теперь мы с вами будем присоединяться в 1 пико. Раньше мы соединялись во 2 и в 3, а сейчас начнем с 1. И поворачиваемся. И сюда вывязываем столбики с 2 накидами. Но сюда мы вяжем уже 17 штук. 17 столбиков с 2 накидами. И в этих элементах у нас было их 13 столбиков с 2 накидами. Значит, вот здесь у нас было по 13. В первом у нас было 20. А теперь мы будем вывязывать сюда 17. Значит, вывяжите сюда 17 столбиков с 2 накидами и пересчитайте. После того, как вы связали 17 столбиков, вы должны прикрепиться за 2 пико. Теперь вывязываем 4 воздушки. 1, 2, 3, 4. 1 пико пропускаем, а в 4 соединяемся. После того, как соединили, вязание поворачиваем. Вывязываем 1 воздушную петлю
И дальше мы будем вязать опять столбики с 2 накидами. Но, смотрите, сейчас я вам покажу. Вот этот столбик, вернее петли подъема, они вроде бы как вот здесь, но здесь столбика нету. Вот это заблуждение. Столбик первый, вот он. То есть над этим столбиком вот этот. Значит, мы теперь крючок должны вводить вот сюда, над следующим столбиком. И когда вы пересчитаете, у вас будет тоже 17 штук. 2 накида. И как я уже сказала, значит, вот эти петли подъема соответствуют вот этому столбику. А вводим теперь крючок вот сюда. Вывязываем столбик с 2 накидами. 1 воздушная. И вяжем, как обычно. Столбик с 2 накидами, воздушка, столбик с 2 накидами. Итак, мы должны надвязать столбики над столбиками. Вот связала я 2 ряд столбиков, а теперь давайте проверять. Вот здесь у нас были петли подъема, которые нам заменили столбик с 1 накидом. Считаем парами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 и 1, 17. Все правильно мы с вами сделали. После того, как связали последний столбик с 2 накидами, 1 пико пропускаем, следующее соединяемся. Поворачиваемся. И вот у нас первая арка. Сразу в нее вывязываем столбик без накида. 2 воздушки, столбик без накида. Столбик без накида, 2 воздушки, столбик без накида. Итак, обвязываем все арки. У нас этих арок должно получиться 16 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Значит, заканчивайте самостоятельно. Ну вот, обвязала я последний мотив. И соединяемся в то же пико. Все. И нитку отрезаем. Ну, я уже отрезать не буду, потому что у меня от большого клубка это идет. 1 ленту мы с вами связали. Теперь начнем вязать другую ленту. И в процессе вязания будем прикрепляться. Самостоятельно свяжите вот такой же мотив, первый, как я вам показывала. И дальше уже я вам буду в процессе вязания показывать, как прикрепляться. Теперь вот я вам хочу показать на примере своей кофты, которую я вяжу. Я вяжу спинку сначала. Значит, вот у меня пройма. Значит, в пройму у меня ушло, только 2 ленты. У вас может быть 3. Поэтому на меня не ориентируйтесь. Дальше у меня пошла лямка.
вот это, на плечо. Потом у меня пошла спинка. У вас может здесь больше быть или меньше, на кого вы как вяжете. Вот здесь вырез спинки. И далее пошла лямка вторая на спинку. И теперь я вяжу пройму вторую. Вот. Значит, что я вам хочу сказать. Вы, значит, перед вяжите короче. Вот, перед вяжите короче. Почему? Иначе у вас, если вы будете одинаково вязать лямки эти, у вас шов уйдет на спинку. Поэтому спинка должна быть длиннее, чем перед. Когда вы будете вязать перед, вот эти лямки довязывать, в последнем ряду, я вам просто на примере показываю, будете вот соединять, то сшиваете не прямым швом, а во время вывязывания пико вы должны прикрепляться сюда, к другой лямке. Опять довяжете, закончите. Следующую будете вязать ленту, прицепитесь к этой ленте. Но смотрите, в чем дело. Вот наш образец, который мы вязали. Если убавить два мотива, вот смотрите, он какой длины получается. Вот если два мотива убрать, этот и этот, мы же парами вяжем. Так, где он у нас начинается? Вот здесь. И вот здесь заканчивается. Это 6,5 сантиметров. Это много. Поэтому вам нужно не довязывать только один мотив. Вот здесь один мотив. И тогда вы последний мотив будете располагать, допустим, не с этой стороны, а он у вас будет вот здесь. Вот этот мотив будет здесь из 17 столбиков с двумя накидами. Вот с этой стороны начнется. Так что не пугайтесь. И я считаю, что вот этот разрыв можно не довязать вот один мотив. Ну, вы там посмотрите сами, сколько вам нужно. Будете примерять и будете смотреть.